Всем привет! Вы на канале Время вязать. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот балаклаву. Очень стильный и модный аксессуар. Вяжется она очень просто. Ну, я как могла ее упростила. Итак, приступим. Это балаклава на взрослый размер. Спицы нам понадобится 3-3,5, потому что, ну, она должна быть плотненькая, все равно как бы зимой ее носить, да. Вот поэтому я беру маленький размер спиц. Пряжа, смотрите, у меня бобинная стоковая пряжа итальянская. Вот метраж 100 грамм, 200, можете брать 250 метров. У меня идет шнурок такой, набитый мериносом, и ниточка мохера добавлена тоненькая. Здесь тоже вот ниточка тоненькая мохера, она немножко пушится, чтобы она была теплая. Вы можете абсолютно любую пряжу брать на самом деле. Набираем на взрослую шапку, мы набираем 93 петли. Если вы будете вязать детскую, то на детскую набирайте 81 петлю. Одна для замыкания в круг, и будет 80. Набирайте не туго. Любым способом, удобным для вас. Я вот так набираю. — 93 петли на взрослую мне надо набрать. Итак, набрали 93 петли. Спицы у меня на 40, чтобы удобно было вязать. Вот видите, сороковочка, они коротенькие, очень удобны для шапок. И что мы делаем? Мы соединяем. Как я соединяю? Смотрите, я правую спицу вот втыкаю сюда, да, с левой снимаю на правую, и с правой беру петлю, протягиваю в нее вот так вот левую, все, и снимаю. Это у меня пошла изнаночная, и начинаю вязать резинка на 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Получается, вяжем мы всю шапку. Одна петля лицевая, одна изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Вот смотрите, дошли до конца. Вы можете поставить маркер, но я не буду. Здесь вот у меня веревка, это и так понятно, что начало ряда. И так продолжаем вязать. Смотрите, еще такой совет: вяжите изнаночную за заднюю стенку, лицевую как вам удобно, а изнаночную за заднюю стенку. Вот не за переднюю, а именно вот за заднюю. То есть нитка перед работой, и за заднюю стенку мы вяжем изнаночную. И так вяжите не только эту шапку, а вообще все. Всегда, если в круг вяжете, вяжите за заднюю стенку, и тогда у вас будет одинаково с обоих сторон. Вот так, смотрите, будут петли не перекручены, будет одинаково. Ее можно носить и с этой, и с той стороны. Вяжем резинкой 1 на 1. По кругу 10 сантиметров. Вот, потом будем делать прибавки. Сейчас пока просто
вяжем 10 сантиметров резинкой 1 на 1. Итак, смотрите, связали мы 10 сантиметров. Вот у нас начало ряда. Мы теперь поставим маркеры. Смотрите как, нам надо вот тут вот, где у нас было начало ряда, отметить 3 петли. В середине, чтобы была изнаночная, и по бокам были лицевые. Вот я просто маркеры ставлю, мы будем делать прибавки. И прибавки эти мы будем делать на затылочной части. Вот так вот. Обязательно, чтобы были лицевые по краям. Вот смотрите. Вот так вот мы будем делать прибавки. Вот. Центральные у нас лицевые и внутри изнаночная. Довязываем, получается, до маркера. Вот, из протяжки мы поднимаем и на спицу накидываем, провязываем лицевой в правую сторону. Вот, смотрите, чтобы у нас была петля вправо. Перебрасываем маркер, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, маркер не туда зацепила. Опять перебрасываем маркер и поднимаем протяжку, накидываем на спицу и перекрученную петлю провязываем лицевой с наклоном влево. Далее мы вяжем по рисунку. Прибавки мы будем делать через ряд. Ряд мы делаем прибавки, второй ряд мы провязываем по рисунку. Смотрите, довязываем, да, до маркера, мы вяжем по рисунку, то есть лицевая в лицевом, изнаночная изнаночной. И которую мы прибавляли, у нас идет она лицевая. Дальше мы вяжем все по рисунку. Опять вот здесь у нас изнаночная и прибавка наша лицевая. И по кругу ряд вяжем до конца без изменений. Одна лицевая, одна изнаночная. Вот сюда до маркера доходим и будем делать еще прибавку. Довязываем до маркера. Предыдущий ряд мы просто провязали, поэтому в этом ряду мы делаем прибавку. Вот, опять из протяжки накидываем и провязываем лицевой с наклоном вправо. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая. Перекидываем маркер и накидываем на спицу перекрученную лицевую вот так с наклоном влево. И опять вяжем ряд по рисунку без изменений. Доходим до маркера и вяжем вот опять по рисунку. Лицевая, следующая прибавка у нас была, мы провязываем ее изнаночную. Вот тут вот у нас, чтобы рисунок совпадал. Дальше опять лицевая, изнаночная, лицевая. Перебрасываем маркер и вяжем по рисунку. Опять прибавка у нас была изнаночная, лицевая. И пошли вязать по рисунку до конца. В следующем ряду мы делать будем опять прибавки. И так мы с вами прибавляем по 6 петель с каждой стороны. 6 с этой стороны и 6 с этой. То есть в общей сложности нам надо прибавить 12 петель. Не забывайте, что прибавки мы делаем через ряд. Итак, смотрите, мы прибавили по 6 петель с каждой стороны.
довязываем, и чтобы у нас получилось все по рисунку. Вот прибавка моя была изнаночная. Маркеры можем убрать. Лицевая, изнаночная, лицевая. Убираем. Опять изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так все у нас идет по рисунку. Вяжем. Теперь мы вяжем просто, вот они наши прибавочки, да. Теперь мы вяжем просто лицевая, изнаночная по рисунку, без всяких изменений. Вот эту часть нам надо связать. У меня она 19 сантиметров. Можете связать 20. 19, 20, это как бы там разница небольшая. Вот, если вы хотите подлиннее, чтобы была горловина, да, то подлиннее свяжите без проблем. Тут как бы не имеет это значения особо. Единственное, расход пряжи. Здесь у меня ушло, по-моему, 90 грамм. Но я думаю, 100 грамм хватит в любом случае. Итак, вяжем 19-20 сантиметров. Вот у нас у меня тут 14, ну вот еще 5-6. И плотность вязания у всех разная, поэтому вот смотрите. 20 петель у меня 8 сантиметров. Если вдруг кто-то будет спрашивать про плотность, 8 сантиметров у меня получается 20 петель, резинка 1 на 1 и в не растянутом виде. А вот просто как она лежит. Итак, связали мы 20 сантиметров, да. Теперь смотрите, нам надо отсчитать 30 петель с одной стороны и 30 петель с другой, поставить маркер. А вот эту вот центральную изнаночную мы не считаем, а считаем вот от лицевой, начинаем считать. Так вот у меня. Так, 30, да? И с этой стороны 30. Тоже изнаночную мы не считаем. И ставим маркер. Далее что мы делаем? Мы провязываем по рисунку до маркера, и вот эту часть мы закрываем. Вот, видите, затылочная часть у нас получилась 61 петля, а остальное, вот это вот перед, мы будем закрывать. Вяжем по рисунку до маркера. Довязали до маркера. Маркер можно убирать. И начинаем закрывать. Смотрите, как я закрываю. Я провязываю по рисунку. Лицевую провязала. Далее изнаночную провязываю изнаночной. И лицевую, вот эту предыдущую, я накидываю на нее. Опять лицевую провязываю. Вот эту предыдущую накидываю. Изнаночную провязываю изнаночной и предыдущую накидываю, лицевую лицевой и предыдущую накидываю. Сильно не затягивайте, должно быть так средне, не слабо и не туго.
Итак, закрываем. Закрываем до маркера. Вот смотрите, какая косичка у нас получается. Одинаково получается и с изнанки, и с лицевой. Дошли до маркера, убираем маркер и еще одну петлю закроем. Так вот. Здесь у нас будет изнаночная, ну она теперь будет кромочная, да. И здесь вот у нас изнаночная, чтобы одинаково с этой стороны были изнаночные. Далее мы вяжем по рисунку поворотными рядами. Это туда-сюда 5 рядов, просто поворотными рядами. Туда-сюда провязываете. Вот смотрите, чтобы у нас вот так вот получилось. При поворотном вязании у нас последняя кромочная всегда провязывается изнаночной, а первая всегда снимается. Вот мы закончили изнаночной, развернули, у нас новый ряд начинается, мы первую снимаем и далее вяжем по рисунку. Доходим до конца, опять последняя у нас кромочная изнаночной, а первую мы всегда снимаем. Связали поворотными рядами 5 рядов. Смотрите, почему мы здесь первую снимаем, а последнюю провязываем изнаночной, чтобы вот такая вот у нас красивая была косичка со всех сторон. Вот видите, тут идет красивый край, и здесь тоже вот такой вот красивый край. И тут то же самое, с этой же стороны тоже такой вот красивый край. А теперь что нам нужно? Теперь нам нужно добрать петли, и чтобы у нас получилось такое же количество, как изначально мы набирали. Вот у нас было 92 петли, сейчас у нас 61 петля, поэтому нам надо добрать еще 31 петлю. Как мы добираем? Я просто вот так вот накидываю на палец и вот так добираю. Сильно можете не затягивать. Тридцать одну петлю я добрала. Далее мы просто соединяем в круг и начинаем вязать. Смотрите, по рисунку вяжем, поэтому у нас первая петля будет изнаночная. Мы ее провязываем изнаночной и далее вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная. И вот так по кругу сюда вот доходим. А эти все мы будем вязать первый ряд лицевыми. Смотрите, дошли мы вот до наших набранных петель. И теперь мы будем вязать их все лицевыми, но лицевыми скрещенными. Это значит, смотрите, вот так вот. Я их буду вязать вот за переднюю стенку. Вот так все. Не вот так вот, не за заднюю, да, а именно за переднюю, чтобы они у нас были скрещенными. И так мы вяжем вот все набранные наши петли.
Довязали до конца. Далее мы вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная. Смотрите, дошли мы опять сюда. И теперь мы вяжем по рисунку. Вот закончили изнаночной и вяжем дальше. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца, и по кругу вяжем. Одна лицевая, одна изнаночная. До убавок, до начала убавок нам надо связать 9 сантиметров. Если вы хотите, чтобы у вас макушка побольше торчала, то вяжите побольше. Ну, 9, 10, 11 это, наверное, максимум. То это много будет. 10 сантиметров самое то. 9-10. Смотрите, я связала 10 сантиметров. Это будет чуть-чуть повыше шапочка. Вот, и разделила. Смотрите, как мы делим. Нам надо разделить на 4 части. У нас получается по 23 петли. Мы начинаем делить вот спереди, да, делим пополам. И вот лицевая, средняя, вот у меня. Вот рядом с ней мы ставим маркер. И отсчитываем 23 сюда, 23 сюда ставим, да, и тут 23 петли. Но начинаем мы делать убавки с нашего начала ряда. То есть вот тут на затылке сзади, да, мы начинаем делать убавки. Смотрите, как мы делаем. Первый ряд. 2 вместе с наклоном влево. Маркер переставляем. Одна лицевая. У нас все время будет возле маркера одна лицевая. Мы ее будем просто провязывать. И 2 лицевые с наклоном вправо мы меняем местами изнаночную и провязываем с наклоном вправо. Вот мы вот так вот наклон делаем в сторону маркера. Дальше вяжем по рисунку, не довязывая 2 петель до маркера. Опять мы переставляем и вяжем 2 вместе. Лицевая у нас сверху с наклоном влево. Маркер переставляем, лицевой провязываем лицевой, изнаночную меняем местами и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Все то же самое. Дальше вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петель. Вот 2 петли, опять лицевую мы переставляем и провязываем 2 вместе с наклоном влево. Вот она у нас, видите, влево пошла. Переставляем маркер, 1 лицевая, изнаночную переставляем и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Далее вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петель.
Опять то же самое меняем местами, переставляем 2 вместе с наклоном влево, переставляем маркер, лицевая, изнаночную меняем местами и 2 вместе с наклоном вправо. Вяжем до конца, и следующий ряд мы вяжем просто по рисунку. Где лицевая, там лицевая, где изнаночная, там изнаночная. То есть мы делаем убавки через ряд. Довязали вот до конца и дальше вяжем по рисунку. По рисунку вяжем до опять зеленого маркера. Вот он у меня означает начало ряда. Смотрите, провязали ряд. Опять это у нас будет 3-й ряд, мы делаем убавки. Опять 2 петли до маркера. Мы разворачиваем петли так, чтобы сделать 2 вместе, да, и чтобы лицевая у нас была сверху. Маркер перебросили, далее лицевая, и опять у нас, видите, вот лицевая. Тут уже не надо нам с наклоном вправо-влево, просто лицевая, чтобы была сверху и лежала вот так вот ровно. Дальше опять вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петель. Дошли до маркера. У нас 2 петли, опять мы так переворачиваем, чтобы лицевая была сверху, а изнаночная внизу. Вот так вот ровненько перекидываем маркер. 1 лицевая. И опять также лицевую переворачиваем, чтобы она была ровно наверху. Вот так, чтобы у нас 3 лицевые были. Опять вяжем до маркера, не довязывая 2 петель. И делаем то же самое. Вот лицевая у нас сверху, маркер перебрасываем, 1 лицевая и опять переворачиваем, чтобы лицевая ровно сверху легла. Вот так вот. И опять вяжем до следующего маркера. Все то же самое повторяем. Лицевая сверху ровная. И тут также. Дальше по рисунку довязываем до конца ряда, и следующий ряд мы вяжем без убавлений, просто по рисунку. Где лицевая, там лицевая, где изнаночная, там изнаночная. Это будет у нас 4-й ряд. Довязали 4-й ряд. 5-й ряд опять мы повторяем как 1-й, то есть переставляем петли и провязываем 2 вместе с наклоном влево, опять с наклоном к маркеру, 1 лицевую и эти 2 вместе с наклоном вправо. Вот так вот. Опять до маркера, до следующего довязываем и повторяем то же самое, как 1-й ряд убавок. Получается, 1-й ряд мы вяжем, делаем
с наклонами, да, убавки. Второй ряд мы вяжем просто без изменений по рисунку. Третий ряд мы просто провязываем 2 вместе, но чтобы лицевая была сверху. Вот. Четвертый ряд без изменений. И опять начинает то же самое, как с первого ряда. И так мы с вами убавляем, пока у нас не останется на спицах примерно 16 петель. Вот видите, я опять их разворачиваю и провязываю 2 вместе с наклоном влево. 1 лицевая и 2 вместе вот так вот с наклоном вправо. Вот они все идут сюда. Я думаю, тут уже все понятно. Не забывайте убавки делать через ряд. Вот так вот у нас будут убавки идти. Вот тут вот видно хорошо. То есть сначала мы с наклонами, да, потом мы прямо, потом опять с наклонами, потом опять прямо, с наклонами, прямо с наклонами. И так до конца, пока вот у нас 16 петель не останется на спицах. Смотрите, осталось у нас 12, все, мы закрыли, да, 12 петель осталось, или 14, ну неважно, вот, не больше 16. Через каждую петлю мы протягиваем нитку и ее затягиваем, убираем вовнутрь. Вот я ее уже спрятала, но у меня вот здесь в косичке идет. Вот такая вот балаклава у нас получилась. Очень удобный, модный головной убор. Смотрите, все закрыто. Голова закрыта, уши закрыты, шея вся закрыта. Очень тепло. Сейчас мы завесим. Вот смотрите, серая у меня 88 грамм ушло. Синяя 82 грамма, практически то же самое. То есть 100 грамм пряжи вам понадобится на балаклаву. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!